Всем привет! Есть такой проверенный китайский инсайдер под ником Digital Chat. Он первым точно сообщил практически все характеристики и даты выхода таких гаджетов, как Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11. То есть он знает свое дело и является одним из главных информаторов компании Xiaomi. И вот он совсем недавно опубликовал информацию о том, что компания Xiaomi подала в соответствующие китайские органы информацию о грядущих флагманских смартфонах Xiaomi 12, Redmi K50. А также он заявил, что в следующем флагманском смартфоне компании будет установлен главный датчик изображения Samsung ISOCELL HP1 разрешением 200 мегапикселей, а также 50-мегапиксельный сенсор в широкоугольной камере, что является просто мировой сенсацией. Также хочу напомнить, что на данный момент известны практически все технические характеристики смартфона Xiaomi 12. Итак, основные фишки смартфона — это LTPO экран, Samsung E5 с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, именно Snapdragon 898, поддержка 120-ваттной проводной и 70 или 80-ваттной беспроводной зарядки, а также сумасшедшая камера и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Первое, что хочется отметить, что компания Xiaomi продолжит установку датчиков изображения разрешением 108 и 64 мегапикселя в свои смартфоны среднего и высокого класса. Почему? Да все просто. Во-первых, эти датчики изображения сегодня не такие дорогие, как были, так и лет 5 назад. Во-вторых, они являются наиболее популярными на рынке на данный момент. Но напоминаю, что одним из лучших камерафонов на сегодняшний день является Huawei Mate 40 Pro. А тут, напомню, основная камера имеет 4 модуля. Ультракамера на 50 мегапикселей, широкоугольный объектив, диафрагма f1.9, кинообъектив 20 мегапикселей, ультраширокоугольный, диафрагма f1.8 и плюс сверхчувствительный телеобъектив 12 мегапикселей, диафрагма f3.4 и плюс 3D объектив для измерения глубинной резкости. То есть не стоит сразу же покупать смартфон, если вам говорят, что он имеет камеру на 108 мегапикселей. В основном это всего лишь маркетинговый ход. Но смартфон Xiaomi 12 должен нам предложить что-то новое и необычное. Ожидается, что первым смартфоном Xiaomi с 200 мегапиксельной камерой Samsung ISOCELL HP1 станет именно Xiaomi 12. Напоминаю, анонс гаджета ожидается в конце этого года. Такой датчик должен использоваться в старшей модели линейки, а это нам дает очень много возможностей. Изделие, я имею в виду датчик, имеет размер пикселя 0,64 микрометра, что является просто восхитительно. Сенсор заключен в корпус с компактными размерами, благодаря чему может без проблем интегрироваться в современные сотовые аппараты. Реализована технология Chameleon Cell для получения изображений в условиях плохой освещенности. В частности, 16 соседней пиксели могут быть объединены в один с размером 2,56 микрометра. Это позволяет создавать качественные фотографии с разрешением 12,5 мегапикселей в сумерках, темных помещениях и в темное время суток. Возможна съемка в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду. В этом режиме происходит объединение 4 соседних пикселей для снижения разрешения до 50 мегапикселей и получения материалов 8К. А вот младший смартфон линейки Xiaomi 12 будет использовать сразу 3 датчика изображения одинакового разрешения. Основная, сверхширокоугольная и перископная камера будут оснащены датчиками изображения разрешением 50 мегапикселей. Последний предположительно обеспечит 5-кратный оптический зум. Еще одной особенностью будущих устройств серии Xiaomi 12 может стать сверхзамедленная съемка с частотой 1920 кадров в секунду. На данном этапе компания только тестирует эту функцию, и пока что нет полной уверенности, что она действительно будет реализована в будущих флагманах. Но будем надеяться, что все у компании Xiaomi получится.
Также Xiaomi 12 первым получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 898. Чип обеспечит прирост производительности на уровне 20% по сравнению с флагманским изделием предыдущего поколения. Qualcomm Snapdragon 898 будет иметь трехкластерную архитектуру, высокопроизводительные ядра на основе Cortex-X2 и Cortex-A710, низкопроизводительные на основе Cortex-A510. Все вышеперечисленное будет работать в 64-битной системе ARM V9. Cortex-X2 обеспечивает улучшение характеристик примерно на 16% по сравнению с X1. Для охлаждения требуется высокоэффективная система. Тут все будет на высоте. Экран серии Xiaomi 12 будет действительно достойный. Сразу что хочется отметить, компания Xiaomi решила не экономить на данном пункте. Смартфон получит качественный экран LTPO разрешением 2К. Много пользователей первый раз слышат, что есть такой экран. Напоминаю, LTPO означает низкотемпературный поликристаллический оксид и относится к особому типу технологии, именуемой в OLED-дисплеях. LTPO — это прорыв, поскольку не требует дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения динамической частоты обновления. LTPO — это технология, разработанная компанией Apple. Также, что немаловажно, мы получим адаптивную частоту обновления изображения, которая сможет меняться в диапазоне от 1 до 120 Гц, что позволяет эффективно экономить заряд вашего аккумулятора. Также хочу напомнить, что смартфоны будут поддерживать 120-ваттную проводную и беспроводную зарядку мощностью 70-80 Вт. Напоминаю, что в Китае ограничили мощность беспроводных зарядок на отметке 50 Вт. Это все произошло в начале этого года на официальном веб-сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Были опубликованы временные правила управления для оборудования беспроводной зарядки, которые устанавливают максимальную мощность оборудования для беспроводной зарядки, продаваемого в Китае, на отметке 50 Вт. Правительство уверяет всех фанатов, что это позволит упорядочить использование ресурсов радиочастотного спектра и избежать вредных помех различным государственным радиослужбам. Также сообщается, что слишком высокая мощность беспроводной зарядки может создать угрозу безопасности авиации, судоходства, астрономических наблюдений и так далее. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Xiaomi 12, то есть серия Xiaomi 12 получится просто бомбической. Нас ждет все самое лучшее. Нас ждет самый топовый смартфон на 2021 год. Нас ждет самая топовая камера. Я уверен, когда выйдет данный смартфон, он будет в топе в DxOMark по качеству фото и видео. То есть ждем данный смартфон на обзор, ждем презентацию, вообще ждем, что нам покажет компания Xiaomi. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!